Если чё, можно просто орать. Орать прям жестко начнем. Дерево, как такое возможно? Давай начнем. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала На Страхе. Друзья, всем привет! И сегодня мы с Сергеем Огневым направляемся на погост Веретьево. Вспомните вот этого вот мужичка? Не узнаете? Были 2 года назад у вас. Не помните? Вы нам рассказывали много всего интересного про это место. Про это место? Ага. Я сам об этом месте мало что знаю. Нет, почему? У меня все на видео есть, даже могу показать. Да? Только я записываю сейчас тоже. Не надо, выключай. Почему? Потому что я так хочу. А что будет, если я не выключу? Зачем тебе это выключи, я говорю тебе. Хорошо. Так вот, сейчас его судят за убийство. А именно, 3 человек мне написало о том, что в лесу, неподалеку от его землянки, нашли мужика с обрубленными конечностями. И в теории он это все сделал топором. И сегодня наша цель погост Веретьево. И сегодня мы туда поедем для того, чтобы переночевать в его землянке. Ну и само собой провести много-много экспериментов для того, чтобы проверить, почувствовать всю атмосферу этого места, показать вам. Так что обязательно перед просмотром видео подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео. Обязательно подписочку, лайк на канал. Да, мы с Сергеем Огневым сегодня снимаем, поэтому обязательно на его канал тоже подписаться. Ссылка есть в описании. И погнали. Веретьев погост. То самое то ли святилище, то ли чертилище. Заброшенная древняя церковь, вокруг которой раскинуто старое кладбище. Веретьев погост, он же Веретьево урочище. Место да нельзя мистическое, вокруг него ходит множество страшилок и древних легенд. Полузаброшенная деревушка на границе областей Ивановской и Владимирской, ближайшее село Ряхово. От Ряхова до Веретьева 1–1,5 ходу. Но главное куда? Ведь дорогу до погоста не так просто найти, так как само место окружено непроходимыми болотами. Веретьево находится на большой поляне. Веретьево никогда не было большим селом. Издавна это было уединенное поселение, где вокруг церкви располагалось кладбище да несколько домов служителей. По легендам, жизнь Веретьева затихла 50 лет назад. Как мне кажется, причина проста, что погост находился в немалом удалении от соседних деревень. После того, как церковь закрыли, и без того малое население стало уходить. В конце концов остались лишь учителя тамошней школы. А последней обитательницей погоста была некая бабушка-монашка. Весьма неоднозначны сведения об этом месте, но почти все источники сходятся в одном. В 60-х годах якобы проходила там банда беглых каторжан и разгромила весь погост. Чтобы замести следы, бандиты сожгли постройки и будто бы убили единственного жителя Веретьева, старую незрячую монашку. С тех пор там никто не живет. 10 часов вечера. Село Ряхово.
Сейчас пакуемся, собираемся. Связи в лесу уже не будет, на погосте тоже связи не будет. Первая цель — это закрепиться в землянке, протопить ее, прогреться, просушиться, потому что мы все мокрые уже. Поснимать, да, в любом случае для вас поснимать и после этого лечь спать. Вот Сергей очень грамотный человек, сейчас я вам объясню почему. Вот он взял, ой господи, чтоб ты, Сергей, на чем привез с собой коробку с одного объекта. Он набрал деревяшек, там дрова даже внизу. В общем, он собирается эту коробочку с собой тащить. Давай не снимай, надо выгружать ее уже. Как ты ее будешь нести, Сергей? Как муравей. Нам идти 5 километров. Ты собираешься вот это с собой тащить. А ты замерзнуть хочешь? Где ты там дрова найдешь? Блин. Слушай, мне вот чисто влом их это, колоть будет сейчас там искать. Я лучше вон как цыган, все на себе. Я вам скажу так. Вот этот человек, он, конечно, молодец. Но он болен, блядь. Он эту коробку несет, ну, пронес. Как ты без дров собираешься ночевать? Да давай, блядь, у тебя вся коробка, у тебя сейчас все снизу развалится, она уже разваливается. Он собирается нести вот эту коробку. Все, Серега, шухер, все, снизу дрова выпали, все, приплыли. Че я вам скажу? Ну, прошли мы 500 метров, а дальше что? Зашли, да, вот, на территорию, ворота открыли. Извините меня за мат, но я нервничаю, потому что я весь день в дороге. И, блядь, Сергей, какого хера ты творишь? Ходит он с дровами здесь. Короче, сейчас какие-то следы видели. Я их не стал снимать, извините меня. Не стал снимать, потому что я несу, блин, эти дрова конченые, чтобы прожить. Похоже на волка. Может, большая собака. Следы свежие. Да? Сергей, что за следы ты видел? Расскажи мне. Слушай, я не знаю, это либо какой-то огромнейшей собаки алабая, либо волка, я не знаю, либо какого-то маленького медвежонка, но это они очень здоровые, я таких давно не видел. Поэтому Короче, давай тропинку если что, пересекать. на самом деле, знаешь, какой вариант? Чё? Если что, можно просто орать. Орать прям жестко начнем. Но я имею в виду, что тут есть лесничий. Он, если что, короче, подскочит. Ну, Да, если давай. он услышит. Но я не Слушай, уверен. я очень устал держать, так давай погнали быстрее отсюда. Они у тебя сейчас упадут. Не упадут, давай. Пойдем. Что скажешь? Что насчет чего? Вот мы прошли уже 3 километра. Посреди леса, в очке мира просто. Это жесткие условия, с условием того, что мы очень давно кушали, мы с собой не взяли ни капли воды. Ну, мы снег. идем черти где с этим мешком бревен, это очень тяжело нести. Ну, вот очень сильно плечи устают. Рюкзак еще огромный. Землянка на месте. Единственное, что пахнет здесь церковной утварью, да. Как и раньше пахло, чувствуешь? Абсолютно. Огурцы даже есть, смотри. Кто-то сюда заходит явно. Сеточка есть. Дай-ка зайду. Так. Короче, тут мы и будем располагаться. Друзья, печка на месте. И в принципе тут даже сейчас как-то более-менее тепло. Все мягенько. Да, ну с Серегой мы как-то, блин, будем здесь располагаться сейчас. Затопим печку, быстро кушать, снимать для вас и спать. Как-то так. Блин, все-таки Серега был прав. И тут реально можно заночевать. Ребят, это именно то самое место, где долгое время, около 2 лет проживал вот этот вот отшельник-царь. Вы поняли, о ком я говорю? То есть, слушай, ну, честно сказать, атмосфера здесь очень крутая. И вот реально, ты сейчас находишься, по сути, реально в доме маньяка. То есть это прям вот... Сынок, получается, вот слева твоя кровать, справа моя, да? Здесь стабильно нет сети. Стабильно. Время 22:48 уже. Хорошо разгорелось, а ну-ка. И в этой будке кто-то живет. Там горит свет. Смотрите. Это стрёмно. Потому что неизвестно, кто там может быть. А как открыть? Не надо, не стоит. Чего?
А зачем нам этот угарный газ? Слушай, сильно пошло что-то. Тяга-то есть, видишь? Тяга понятно, что есть. Большой плюс, ребята, мы находимся в тепле, мы находимся в той самой землянке, и мы... Да пока Сегодня здесь не переночуем. очень, не очень тепло Да пока. ты в кофте находишься сейчас. Ну, Ты чё, блин, сейчас знаешь, как будет жарко тут? Главное следить за угарным газом, чтобы мы тут не а как ты его, задохнулись. ты не поймешь, есть он, нет? Ну, ребят, если это видео выйдет, значит с нами все хорошо. Не факт. Ты знаешь, это может быть посмертное видео. Будто же эти Да, бомбы посмотрим, разгорается. Оно нет, оно все потухло, слушай. не потухло. Надо накидывать Кинули. мелких. Иначе мы реально... Вот этих надо поломать просто. Сейчас. Короче, вот растопили, да, но есть вопросы. Есть вопросы вот с этой темой. То есть, вот где, посмотрите, где костер и где костер. То есть, как тавтология, но, блин, действительно, какого хуя? Извините меня, вот здесь тоже костер, я не понимаю. О, ну пошло тепло. Чувствуешь как? Чувствуешь? Смотрите, где огонь. Я надеюсь, у нас там крыша не горит, потому что это очень жестко было бы. Пойдем посмотрим. Сейчас мы глянем, да, ребят. Ну все, здесь мы сможем спокойно переночевать. Здесь очень тепло, мы можем спать спокойно даже в футболку. Поэтому нам очень повезло, ребята. Идет, смотри. Закупали. Костер идет, из трубы. А вон там, если вам видно, не видно, потому что очень сильный туман. Пойдем дров наберем, а? Пойдем вот тут. Я точнее туда. Сергей Огнев, тебе батя... Да я сниму, дай сниму. Вот это что угар будет. Батя сказал тебе, что здесь есть дрова. Сейчас, ребят. Такое дело, помните, мы тащили дрова, чтобы нам дом прогреть. Очень долгое время, у меня аж спина заболела. Так вот, смотрите сюда. Та-дам! Короче, это я такой лошара, и это пипец полный, ребята. С этими дровами здесь вообще век можно жить. Их здесь очень много. Все, бери, что сможешь, и пойдем. Ты можешь тогда станцевать? Вот атмосфера. Нормально. Короче, расположились. В принципе, вот эта атмосфера прекрасная. Вот носочки, ботиночки, ну и, само собой, водичка. Царский котелок, заметил, смотри. Царский котелок пошел, да. Пошла здесь жара. Вот сейчас снежок кипятим. Кипятим снежок, ну да. Фу, подожди. Пахнет картохой, он реально там картоху варил. Да, походу картошка. Смесь. Так, я что делаю? Я сейчас возьму другой фонарик, и мы пойдем наберем. Пойдем наберем-ка воды по полной программе. Ты считаешь, что вот эта тема, которую ты сейчас взял, она уже чистая? Нет, мы ее не будем пить. А что мы будем делать? Мы воду наберем из ручья нормально. Я вот туда никогда не ходил. Я не в курсе. Где здесь ручей? Ну, знаю, что в этом направлении. Смотри, вот там еще что-то стоит. Сюда следы идут. Замерзшие? Вот там нет, да? Это Сергей Огнев с канала Сергей Огнев. Ну чё, может, снежка, а, Сергей? Хорошая водичка. Позитивно, блядь, мыслит. Водичка у него хорошая. Смотри, немножко черновато.
Че, погнал, что ли? Набирай снега, ты чё? Здесь вообще тина, это какая-то хер его знает что. И вообще почему-то здесь туман сплошной. Слушай, сынок, снежка набираем и погнали. Слушай, это что за херня? Я замерз, я правда сейчас пойду внутрь. Бидончик. На бидончик. Бля, ты турист, блядь, такой лайтовый. Снега, сына. Набирай, да, черпай только по верхушке. Ага, набрал. Блядь, кишечная палочка, приветствую тебя. Мы домой завтра вернемся. Ну, я не Если знаю. берем не от угарного газа, то от воды какой-нибудь. Я не знаю, Серег. Да меня, в принципе, даже твои руки радуют. Я уже понимаю, что все закончено. Снежка, да. Скоро будет чаек. Уже даже потихонечку кипит. Носочки тоже погрели. Серега был прав, здесь реально можно заночевать. В том плане я был уверен, что, скорее всего, землянка опечатана, так как этот дяденька убил человека. Вот, ну, оказалось, что все возможно, да, и слава богу, что у нас получилось. Слушай, тут какие-то тварюги, посмотри, тут сколько мух всяких плавает. Антох, А, это белок. белок. Ну, он сейчас в моде. Ну, ты понимаешь, да? Слушай, они, по-моему, еще живые, твой белок-то. Господи, мы будем жить Будешь вечно. чай? Конечно. Но только ты сначала вот этих пчел убери, блядь, из огорода этого, блядь. Слушай, ты давай это... Подождите, ну вы как считаете? Вы напишите в комментариях, ну там мухи, блядь, плавают. И вода желтая. Из-за того, что очень пить хочется. Да, здесь просто сушняк нереальный, поэтому очень хочется пить, да. Но есть тоже. Ой, еще и хлеб, господи. Так, бидончик я поставлю там. Жарко, да? Баня, б***ь. Знали бы, как не хочется никуда идти снимать. Да. Это Вообще так. нереально. Спать хочется. Нахрен я эти бревна тащил, вообще не понимаю. Мне так спина болит. Ты доказывал всему миру, что ты мужчина. Я доказывал всему миру, что я идиот. Вот так вот мы сидим. Просто вам не очень будет, наверное, понятно. Сидим постоянно и слышим, как будто кто-то по крыше, да, ходит. Вот такое чувство. Вот. Тоже странно. А. Я думаю, что нет. Не затапливает.
Кто-нибудь знает, какое вот этот череп с костями имеет отношение вот к кресту? Я, допустим, первый раз вот такое вот наблюдаю. Поэтому, если кто-то знает, пишите в комментариях. Да, и мы на всякий случай, кстати, закрываемся на щеколду. Сергей Огнев, тебе не спится? Слушай, ну мы здесь не так часто, и мне очень просто стало интересно, что это за место такое. То есть, ну ты понимаешь, какой здесь человек жил? Так. Мне кажется, вряд ли бы он просто так бы вот так взял и уехал в тюрьму. Он же, ну ты помнишь, о чем он говорил? Большинство материала ребята просто не вставили в видео. И по понятным причинам. Нас бы тоже самих, наверное, засудили. И с таким высказыванием, я думаю, что он мог спокойно спрятать какое-нибудь оружие, топоры, там вот эти все такие свои какие-то, не знаю, там костюмы вот эти, я не знаю, как это назвать. Он даже в одежде необычно ходил. Есть такое ощущение, что у него где-то есть такие кладовочки такие свои здесь. Ну, вполне реально. Вот мне просто вот это попадает. Хотя вот так вот чисто я осмотрю сейчас поверхность, может, что и интересное есть. Особенно вот здесь, может быть, что-то закопано. Ладно, если вдруг ты что-то А ты найдешь, Ты сейчас спать будешь? я буду спать, ты разбуди. Подождите. Открыл дверь, подошел и вот такой звук. Не то, что как будто, а вот реально Сейчас звук. время 3 часа 20 минут. Со мной? 3:30. Рядом с нами прям дерево где-то шандарахнуло. Ну как, короче, Сейчас мы пойдем смотреть. Давай, выходи. подожди секунду. Где-то справа было, справа от земля. Обрати внимание, где шандарахнуло. Нет, здесь вряд ли кто будет. Это, скорее всего, потому что мы почву сильно разогрели. Дерево Да. Как такое возможно? А может кто и скинул? Я подумал, что это снег сошел. Нет, это не снег. Вот, походу. Идем сюда. Этот, в труселях ходит. Да нет, что-то большое же упало, походу. Дерево упало. Вниз был. Это спиленное. Нет, упало дерево, 100%. Но это спиленное. Возможно, даже вот это наклонилось. Ну там звук был, как будто оно упало. Да ладно, что за приколы? А? Что? На какую? Да нет, там был сильный прям звук, я аж Или вот, я не знаю. Но вот это дерево тоже. Ну, это, да, ты прав, скорее всего, это какое-то большое дерево упало. Это прикол. Доброе утро. Собирается. Ночью, конечно, какая-то суета творилась, совершенно непонятная. Сейчас время уже 9 утра. Пора ехать, нужно быстро сваливать, блин, потому что дел много. Поспать вообще не удалось нормально. Какими-то кусками, да. Какими-то кусками получилось. Пришлось еще просыпаться, топить печку, потому что в моменте было прям холодильник, да. Сначала речь шла о базе отдыха, о церкви.
вышли наконец-то. Получается, вчера, пока я спал, что ты делал? Я лазил и искал какие-то нычки, потому что мне вот эта история с царем показалась очень странной. И это не тот человек, который может так просто взять, дать руки, надеть на него наручники и увезти. Мне кажется, что он мог что-то спрятать спокойно, там какое-нибудь оружие или еще что-то. Поэтому вот я у него и рылся, так как у него там много всяких дырок, везде окопов непонятных. Что-то он тут делал, мудрил, непонятно. Но мне стало интересно, и я начал искать. Так, находил по мелочи, там всякую ложку какую-нибудь металлическую, пачку какую-то. Знаешь, кстати, на этой пачке было что-то такое налепленное, по типу паспорт, еще что-то. Именно не просто там серия номер, а именно само название. Паспорт, еще что-то. Как будто этой штуки надо, ну, именно подписывать было. Лепить на что-то. Вот в чем дело. Тоже интересно было. Ну и самое, конечно, криповое, это надпись нацарапана либо гвоздем, либо ножом, что скорее всего. И гласила она по типу... Надпись где-то нашел. Надпись под кроватью, под которой он спал, в ногах. Ага. И он нацарапал это в виде, знаешь, такой просьбы, что я этого не хотел, оно меня заставило. И найдите и сожгите это зло или что-то такое вот там было. Ага. После этого я пытался долго расшифровать, что там еще написано. И потом я пришел к выводу того, что это были цифры, а не буквы. С точками где-то. Правишь цифр. Это, ну как, координаты, ты же сам знаешь. Ага. Когда мы ездим в места, эти точки обычно ставятся, когда это координаты какие-то. Ага. Или же это просто может быть чей-то номер телефона, тоже непонятно. Я это сфоткал и буду дома как бы обрабатывать, искать эту информацию, пробивать это все. И если это окажется, что это координаты, то вот это будет очень интересно, ребята. Ну, вот так. Ну и что, нам надо будет тогда поехать по-любому искать. Ладно, это мы дома разберемся. В любом случае будем держать вас в курсе. Поэтому После такого отдыха надо еще отдохнуть. да. Друзья, ну что, всем пока. Подписка на мой канал, не забудьте обязательно. Колокольчик проверьте. Подписка на Серегин канал. Поставить лайк этому видео и написать несколько комментариев.